Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 10 июля, понедельник. И сегодня, как и вчера, и, наверное, как и завтра, здесь все говорят о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, в котором, как ожидается, будут приняты судьбоносные решения. Я не вижу вариантов, придется и нам говорить на эту тему. Вчера, наконец-то, в телекомпании CNN показала полное интервью президента Байдена, в котором он говорил по широкому кругу вопросов, включая перспективы Украины, принятие Украины в НАТО на предстоящем саммите. Ну и, как вы знаете, ответ был отрицательный. Причем он его сформулировал коротко и ясно на вопрос, примут ли Украину в НАТО на этом саммите. Ответ был такой: Украина не готова к вступлению в НАТО. Точка. Все. Без всяких там запятых, без всяких, а может там и так далее. То есть он жестко ответил. Причем я опять повторяю, под Украиной он не имеет в виду народ ВСУ, он имеет в виду правящие, значит, гражданские власти. После него в той же программе, вернее, нет, это была уже следующая программа, выступил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Господин Маккол, конгрессмен Маккол. То есть, обратите внимание, это республиканец, который в Палате представителей, это там, где деньги лежат, откуда, у кого мы будем просить деньги на следующий транш помощи Украине. Ну и среди определенных кругов, в том числе украинской общественности, бытует мнение, что вот придут республиканцы, вот будет там счастье. Так вот, значит, ответ Маккола на тот же самый вопрос о перспективе Украины принятия в НАТО был еще более жестким, чем у Байдена. Байден-то сказал, что так он пытался более-менее как-то так все сгладить в дальнейшем, значит, сказал, что нету единства в блоке по этому вопросу, ну, надо еще работать, а пока мы будем помогать. А Маккол сказал так: пусть они сначала выиграют наступление, потом будет прекращение огня, и будем говорить о мире. Вот тогда мы об этом и поговорим. А пока, значит, это все преждевременные разговоры. Что характерно, вот этот пассаж, он исчез из официального транскрипта, который конгрессмен вывесил у себя, или его там помощники вывесили на его официальной странице в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. А на официальной странице оказалось: я думаю, что этот процесс должен быть постепенным. Мы не можем принять Украину в НАТО немедленно. Это поставит нас в состояние войны с Россией. Это республиканец говорит. Байден, вот когда он с тех пор, как начал говорить, что сейчас не примем, не на часе, да, он не говорил ни о каком опасении о состоянии войны с Россией, о том, что это приведет к эскалации, столкновению. То есть похоже, что у Белого дома опасения по поводу ядерной кнопки Путина как-то так медленно рассеиваются, но зато они усиливаются на республиканском фланге политического спектрума Соединенных Штатов Америки. Но, продолжал Маккол, я думаю, что просто разговоры об этом, о возможности вступления Украины в НАТО, обеспечивает сдержанность России. Мы должны направить ее, то есть Украину, на правильный путь, а не на немедленное вступление в НАТО. Вот такая вот позиция двухпартийная. Как вы видите, у республиканцев в Конгрессе, которые там кричат, что когда критикуют Байдена, значит, это одно, а когда доходит до вступления в НАТО, значит, ситуация получается совсем другая. Но в целом, если вы заметили, за последний месяц позиция в Вашингтоне в отношении принятия, подчеркиваю, существующей гражданской власти в Украине в НАТО резко ожесточилась. И это, как я полагаю, я вам об этом высказывал свое мнение, это результат роста влияния ЦРУ в этом вопросе. ЦРУ – это организация, которая согласно президентскому декрету, подписанному, по-моему, в конце февраля прошлого года, принадлежит лидирующая роль во всем, что касается Украины и войны Украины, и помощи Соединенных Штатов Украине в связи с войной против российского агрессора. И почему это происходит, я вам скажу. Да, собственно говоря, я вам сказывал,
это доверие, доверие и еще раз доверие. Почему? Потому что, ну вот как мне объяснили это совершенно конкретно буквально вчера, на кону право вето в НАТО, в рамках НАТО. То есть если Украина принимается в НАТО, то в лице ее конкретных представителей она получит право вето. А кто у нас представители? Ну, вы знаете, кто будет назначать представителей Украины в НАТО? Ну, наверное, даже наивным это должно быть в Украине. Понятно? И в условиях, когда глава фракции правящей партии в парламенте пишет человеку, который считается одним из главных кошельков Путина, так вот, пишет афидевит в судебные органы ЕС с просьбой снять с него санкции, а потом мы узнаем из израильских источников, что аналогичное письмо стоит $50 миллионов, но это наводит на размышления. Когда высокопоставленная украинская дипломатка в Европе, а конкретно в Швейцарии, пытается увести из-под санкций крупную сумму денег Мордора, то есть агрессора, который напал на ее страну, это тоже вызывает большие вопросы. То есть общий вопрос формулируется так: а не станут ли эти ребята торговать правом вето? Вы же представляете, сколько это может стоить? Это не 50 миллионов уже долларов. Это даже не 1 миллиард, который уперли, как это свидетельствовала украинская печать буквально на прошлой неделе, в течение первых месяцев войны. Тут дело миллиардами пахнет. А если учесть, что в рамках НАТО консенсус, и один голос может, значит, провалить решение любого вопроса в НАТО, то допуск туда представителей, которым ты не доверяешь, но он просто недопустим. Поэтому я и сказал вам, что с моей точки зрения при нынешней администрации в Киеве, Украине НАТО не светит. В этой связи, значит, но тут же на Западе понимают, что, к счастью, Украина все-таки хоть и коррумпированное, но демократическое государство, которое, если не переизбирают, то, по крайней мере, могут выгнать надоевшую настырную власть. Так вот, значит, все-таки понимают, что есть страна, есть народ, есть вооруженные силы, и Мордор не должен получать плоды того, что он захватил в результате нарушения международного права. Поэтому сейчас разрабатывается для Вильнюса и сразу же после Вильнюса своего рода гибридный вариант, который включает в себя нечто среднее между членством в НАТО, затем израильский вариант и гибридный вариант. Об этом много говорят в последнее время, но я хотел бы, мы же пытаемся здесь все поговорить с вами на экспертном уровне, поэтому я хотел бы с вами сейчас обсудить, что, собственно говоря, это такое. То есть в деталях, не просто 5-я статья. Вот, я уверен, что 99% граждан Украины, да и России даже не представляют себе, что такое 5-я статья на самом деле. Поэтому вот давайте посмотрим, что мы имеем и что мы можем иметь. Я повторяю, понимаете, то, что кажется концом света, вот сегодня, по здравому размышлению, может быть очень и очень удачный момент. Я вот, например, считаю, что усиление роли ЦРУ, которая реально ознакомлена, что представлено, ну, во всяком случае, больше любого другого агентства США, осведомлена с тем, что происходит в органах власти Украины, и она понимает убийственную проблему коррупции и засилия российской агентуры, и она понимает, что своими силами украинский народ вряд ли может с этим справиться. Тут возникает возможность, так сказать, объединения усилий народа Украины, здоровых сил в элите страны с внешней помощью. Как говорил Остап Бендер, за граница нам поможет. Ну что ж, давайте начнем с НАТО. Вот Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 года. Ключевая статья, 5-я, которую все считают панацея, и которая вот
украинские представители просто вот считают, что без этого жить нельзя. Но давайте посмотрим, что здесь сказано. Значит, стороны соглашаются в том, что, я даю краткое вам объяснение, вернее, смысл этой статьи. В случае вооруженного нападения на одну из стран или несколько стран НАТО, они осуществляют право на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии с уставом, со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. И члены НАТО индивидуально или коллективно окажут помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, немедленно предприняв индивидуально или совместно с другими сторонами такие действия, которые она сочтет необходимыми, включая применение вооруженных сил. О чем, значит, немедленно сообщается Совету Безопасности ООН, который считается высшим органом в этих вопросах войны и мира. Итак, анализ статьи. То есть действия, которые может предпринять, а может и не предпринять НАТО в ответ на нападение на одного из его участников, не обязательно это меры военного характера. Это может быть дипломатический демарш, допустим, или угроза применения, но не обязательно военного характера. Более того, эти действия не предпринимаются автоматически. Стороны собираются и начинают коллективно обсуждать. И достаточно одного с правом вето, это может не случиться. Ну, допустим, гипотетический случай, как не хочет Эрдоган вступления в Швецию. Но не любит он Швецию. И вдруг на Швецию напали. А Эрдоган скажет, мы можем защитить Швецию, но пусть меня тогда примут в ЕС. Как он сейчас говорит. Сегодня он заявил, что Турция готова снять свои возражения со вступления Швеции в НАТО, если ЕС возобновит с Турцией переговоры о вступлении Турции в ЕС. Они долго шли, потом приостановлены. Тут вопрос, а какое отношение НАТО имеет к ЕС? Да никакого имеет. Это все равно, что, понимаете, дайте мне Оскар, тогда я сниму свое возражение о принятии. Чушь собачья. Просто издевается или пытается выжать все соки. Также при обсуждении вопроса. Напали на какую-нибудь маленькую страну, Монтенегро. И тут начинается Орбан может что-нибудь там замутить, Эрдоган может что-нибудь замутить и так далее. То есть, если будет коллективное обсуждение, то есть масса вариантов его заблокировать. То есть весь смысл статьи 5, по большому счету, что придут НАТО на помощь, это единственная страна там, которая может индивидуально решить этот вопрос – Соединенные Штаты Америки. И все учения, которые проводились в рамках НАТО, начиная с Холодной войны, сейчас проводятся, в этом весь смысл. Нападает враг на то ли Советский Союз, теперь Россия, на Европу, на члена НАТО. В это время, значит, они по мере сил там пыжатся, сколько там сил у них хватит, 2-3 дня, неделя, сдерживая врага. В это время по воздушному мосту американцы прибывают в несметном количестве в Европу для того, чтобы вступить в бой. Таким образом, только Соединенные Штаты Америки могут заставить статью 5 НАТО, договора НАТО работать. Точка. Все. То есть, когда это снимешь, всю эту шелуху с 5 статьи, получается, что все зависит от двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки. Но это, по большому счету, то же самое, что двусторонние договоры о гарантии безопасности, которые США имеет с Тайванем или с Израилем. Правда, оно там под другим названием, но смысл там тот же самый. Еще раз, то есть не такая же большая разница между статьей 5 и вообще НАТО и двусторонним договором. Может быть, двусторонний договор даже лучше, потому что там ты обращаешься сразу напрямую к тому, что может тебе оказать помощь. А в НАТО в Брюсселе начинаются дебаты.
А дальше я вам расскажу, по каким вопросам дебаты. Они могут быть там бесконечные. Значит, начинаются эти дебаты, а решение, скажем, если надо применить ядерное оружие, оно принимается в Вашингтоне. И не только ядерное, но посылают ли своих бойз, мальчиков в сапогах туда, в Европу, сражаться с агрессором или нет. Это решается в Вашингтоне. То есть уже две инстанции, две совершенно разных локации. Убийственная ситуация. То есть так, по большому счету, надежда одна, даже в рамках НАТО, на помощь Соединенных Штатов Америки, а не мифического, так сказать, НАТО, коллектива. То есть, и по этому поводу много трений, так сказать, много дебатов, терок, как иногда говорят, да, в рамках НАТО происходило, насчет чего, что вот при Трампе речи тут такие ходили, что вот есть небольшие страны в НАТО, они паразитируют за наш счет, дурака там валяют, иногда неправильные речи произносят, задираются с большой страной под названием Российская Федерация, а тем самым втягиваются в конфликт две ядерные державы. Вот надо положить этому конец. Вот такие разговоры там бывают, то есть даже с теми, которые уже там находятся. Другие разговоры там, а вот Соединенные Штаты, они готовы будут пойти на всеобъемлющую ядерную войну ради такого маленького государства, как, какое-нибудь из государств Балтии. Кстати, это американские эксперты, вот, которых я читаю, они приводят эти опасения представителей балтийских государств, несмотря на то, что они члены НАТО, 100% уверенности у них в том, что НАТО придет на помощь, если это понадобится, у них нет. Считается, что, само звучание формулы НАТО, 5-я статья, уже сдерживает потенциального агрессора. Так-то на так, если агрессор нормальный. А если у агрессора поехала крыша и дошло до дела, до реального применения им силы, а в ответ надо предпринимать ответные действия, то тут возникает уже другой вопрос. Значит, знаете ли вы, на территории каких стран вообще действует вот этот договор о Североатлантическом альянсе? На территории любой из сторон, статья 6, сторон, то есть членов НАТО, в Европе или в Северной Америке, распространяется на алжирские департаменты Франции. Это когда Алжир был еще колонией Франции, на эти территории распространялись эти гарантии. То есть уже сколько лет, сколько десятилетий Алжир независимое государство, в договоре по-прежнему так оно и написано. На территорию Турции, причем особо указано, не просто Турция, территории, потому что там и Азия, и Европа, то есть она же не всю в Европу уходит, территория Турции. И на острова под юрисдикцией любой из сторон в районе Северной Атлантики, к северу от тропика Рака. Вот где сфера действия. Для Украины важно было бы, что территория в Европе, которая находится под контролем Украины. Кроме того, территориальные воды сюда же входят, то есть нападение на территорию, и сюда же входит нападение на любое судно или воздушное судно, то есть самолет. Может возникнуть вопрос, помните, не обстрелял, а совершил враждебные действия, маневры российский Су, в результате которого упал американский беспилотник. Но там, получается, территория не одной из сторон. Там, где летел этот беспилотник, это не были воздушное пространство Соединенных Штатов Америки. Это было, скорее всего, насколько я понимаю, летел над нейтральными водами, поэтому не подпадает под устав. И вот еще интересная статья. Это 49-й год, напоминаю. После того, как договор будет находиться в силе в течение 20 лет, любая сторона может перестать быть стороной через год после того, как ее уведомление о денонсации будет передано правительству Соединенных Штатов Америки. Документы о ратификации, денонсации лежат в Вашингтоне под контролем правительства Соединенных Штатов Америки, что подчеркивает, что США является единственным
единственной страной в НАТО, которая в случае, если с кем-то что-то там произойдет, может оказать физическую военную помощь. Таким образом, еще раз повторяю, разница между НАТО и двусторонним договором об обеспечении безопасности какого-либо государства с Соединенными Штатами Америки, разница не такая уже и большая. Кстати, вот в связи с вот этим 20-летним сроком, после которого можно выйти, вот интересно, не спросить ли американцев у Венгрии, не хотят ли они выйти из состава НАТО? Интересно, что они ответят на это дело. Далее я специально посмотрел, каким образом оценивалась эффективность структуры НАТО с точки зрения обеспечения безопасности его участников еще до того, как началась вот эта агрессия России против Украины, чтобы посмотреть как бы так в чистом виде, без привязки к вопросу о Украине. Вот как там было действительно? Были у них проблемы? Было ли стопроцентное обеспечение безопасности? Не касательно Украины. И вот я нашел статью в солидном издании The Economist 2015 года. Да, это было уже после российской агрессии в Крыму и на Донбассе, но тем не менее, это еще не было вот то, что происходит сейчас. Поэтому, значит, вот как тогда анализировалась статья 5. Согласно статье 5, как пишут эксперты The Economist, ответные меры могут включать вооруженную силу, ответные меры на агрессию против кого-то из членов НАТО, но не обязывает к этому. Все, что НАТО фактически обещает, это предпринять такие действия, которые сочтет необходимыми для восстановления и поддержания безопасности. Это может быть все, что угодно, от ядерной войны до жесткого дипломатического протеста или выражения глубокой озабоченности, как мы знаем. Но от чего конкретно, от чего именно зависит конкретный характер вот этих действий? Тут несколько конкретных пунктов. Первое – это география. Ну, допустим, считалось, что страны Балтии – небольшие по территории государства, расположенные, ну, там есть такая вот штука, как Субалки, да, этот проход. И если теоретически туда агрессор вторгнется, это может отрезать государство Балтии континентально, вернее, сухопутную их связь с другими государствами НАТО. И таким образом, чисто физически оказание помощи им будет чрезвычайно затруднено. А поэтому, как опасаются их представители, может быть теоретически принято решение, даже если на них нападут, типа мы все равно не сможем ничего сделать, кроме угрозы ядерного оружия, а это слишком сильно, это слишком большая эскалация, поэтому, может быть, ограничимся там протестом или какими-то там угрозами пустыми. Вот, поэтому вот первое – это география, которая может ограничить выбор реальных действенных мер в ответ на агрессию. Второе – это проблема эскалации, о которой я вам только что сказал. И, как писали еще в 2015 году эксперты, государства Балтии очень были обеспокоены тем, что ради них, может быть, Соединенные Штаты, это единственное государство, которое может это теоретически сделать, может посчитать, что это нецелесообразно прибегать к глобальной войне для, как здесь написано, защиты крошечной страны. Однако, на практике, как подчеркивали тогда эксперты, главную проблему, которую необходимо решить для того, чтобы выбрать правильный ответ, правильный ответ на агрессию против члена НАТО, это проблема оценки, что является нападением. Ну, казалось бы, да, что простого. Вторжение танковой колонны, падение ракеты, взрыв этой ракеты, не случайный залет этой ракеты там, и не падение ее обломков в нескольких километрах от границы страны НАТО, как это было вот на территории Польши, мы помним, Przewodów, да? То есть, понятно, открытые, общепринятые
понятие агрессии и вторжения. Однако Российская Федерация, Мордор с 2014 года показала другие варианты вторжения агрессии, которые получили название гибридной войны. А ее проявление самое разнообразное. Это кибератака, это острые формы шпионажа, это разжигание национальной розни, разжигание внутренних беспорядков спецслужбами агрессора, значит, на территории другого государства. Это формирование там так называемых прокси, вооруженных, полувооруженных, парамилитарных, тайных отрядов, которые можно будет, значит, использовать в интересах агрессора для того, чтобы установить контроль над какими-то участками территории страны НАТО. Затем целая смесь пропаганды, коррупция сюда же, господа, коррупция, внимание, коррупция, это агрессия. Если из этого исходить, это в рядах НАТО обсуждают эксперты, если из этого исходить, то Украина находится под агрессией все 30 лет своего существования, потому что главное, откуда идет коррупция в Украину, это северного соседа. И, как мы неоднократно с вами здесь обсуждали, это являлось традиционно, коррупция являлась мощным действенным инструментом российских спецслужб в вербовке, формировании и управлении пятой колонной в Украине. Коррупция – это подразумевает под собой проявление гибридной формы агрессии, которая в принципе может вызывать ответ со стороны НАТО, если бы Украина была членом НАТО. Понимаете, что творится? Сюда же относится и шпионаж, о котором я вам рассказывал в видео 516-517. Кто не посмотрел, очень рекомендую, особенно 517, вы поймете. Размах этой агрессии против Украины, которая длится уже даже не с 2014 года. Все это коррупция и шпионаж, эти формы агрессии гибридной присутствовали в Украине до 2014 года и позволили осуществить агрессию 2014 года. Я уже не говорю про нынешние агрессии. Балтии, да, государство Балтии, исследованием которое, значит, посвящено в значительной степени вот это исследование The Economist. В государствах Балтии гибридная война может включать попытки разжигания этнической, языковой, региональной напряженности или использования какой-либо инсценированной чрезвычайной ситуации, например, проблемы сухопутной связи с Калининградом, там есть у нее железнодорожное сообщение, использование этого также фактора для агрессии. То есть возникал вот такой казус, что ли, или опасение, что те формы агрессии, которые на местном уровне, в конкретной стране НАТО, допустим, какое-нибудь государство, одним из государств Балтии, может трактоваться как агрессия, а в Брюсселе скажут, да ничего, нормально вроде так, выразит озабоченность, посчитает, что это не стоит того, чтобы давать вооруженный отпор конвенциональным оружием, не говоря уже о оружии ядерном. Вот таким образом, вот этот источник, значит, первый источник, о котором я вам рассказывал, о 5 статье, это источник вот самый свежий, современный, который подготовлен накануне сессии НАТО в Вильнюсе. А это вот 2015 год, то же самое, понимаете? Все сводится к тому, что весь силовой зонтик НАТО – это практически Соединенные Штаты Америки. И таким образом разница между НАТО и 5 статьей и договором о двустороннем безопасности США не такая уж большая. Я подчеркиваю, я вам даю инсайдерскую информацию о том, что говорят эксперты. Это не отражает мою точку зрения. Я просто вам действую сейчас как ретранслятор. Я думаю, 3-й раз не надо это повторять уже, надеюсь, понятно, да? Итак, теперь рассмотрим, какие варианты могут. Вот сказал Байден, что не готова страна, уточняю, ее гражданская власть
ее, одна из ветвей ее власти гражданская. Так вот, что остается? Ну, давайте еще раз. НАТО, так сказать, большую, со стратегической точки зрения. Абстрактно посмотрим. Когда Германию, Западную Германию принимали в НАТО, речь шла вот о чем. Какой был стратегический замысел? Ведь сначала, по большому счету, Германию вообще, еще накануне, уже в 1944 году, идея была вообще уничтожить там всю промышленность, превратить ее в аграрную страну, чтобы она никогда в жизни больше физически не могла стать источником очередной мировой войны. Но потом просчитали все за и против, вспомнили, чем попытки гнобить Германию по Версальскому миру закончились, и решили, что это не надо. Надо ее принимать в свои ряды. То есть считали, что, собственно говоря, как это происходило и с Японией, что приняв бывшего врага, приняв тоталитарное, еще в чертах тоталитарное государство в ряд демократических государств, можно его воспитать. Это вот типа теория Шарикова. Взять его, вот этого недочеловека вчера, посадить с собой за стол, обращаться с ним как с человеком, и, может, он станет человеком. Вы помните, чем закончился эксперимент Шариковым. С Германией, с Японией это закончилось весьма положительно. А вот попытки сделать нечто подобное с путинской Россией, даже не с путинской, это начали еще с ельцинской, то есть с Россией после развала Советского Союза, а также с Венгрией, приняв ее в НАТО. Там была та же самая идея. И вот во что она вылилась. Это было полное фиаско. То есть получилось так, сколько волка не корми, он все равно смотрит в лес. Сколько ты не теши лика, не пытайся тесать лика Шарикову, он все равно Шариковым и останется. Вот, кстати, поэтому иногда мне пишут, а вот как же так с Венгрией? Венгрию приняли, а Украина недостойна. Вот, к сожалению, Венгрию приняли. И вот эта ошибка, которая сейчас не знает, статьи о том, что ее могут оттуда выгнать, если только сама не захочет, как я только что доложил. Есть такой вариант, если сама попросится. И вот надо терпеть. И эта одна паршивая овца может фактически парализовать всю работу НАТО. Поэтому вот и думают, что хватит нам с одной Венгрией. Давайте сначала следующий кандидат, пусть он решит все вопросы, которые надо, согласно нашему уставу, а потом рассмотрим вопросы его принятия. Так вот примерно сказал Майкл Маккол, республиканец, шеф комитета по иностранным делам Палаты представителей. Так вот, Западную Германию решили принять и вооружить ее вот таким образом, чтобы был баланс. Баланс следующий. Вооружить Германию в достаточной степени, чтобы Советский Союз, чтобы она не могла казаться Советскому Союзу легкой добычей, чтобы не было искушения у Советского Союза вторгнуться своими танковыми клинями в Западную Германию во времена Холодной войны. Но, с другой стороны, не надо ее вооружать слишком, чтобы у Германии опять не воспылало, не возникли эти милитаристские настроения, которые привели ее к целому ряду, которые сделали ее инициатором целого ряда войн на европейском континенте в XIX веке, а потом, в XX веке. Вот такой баланс. И он сработал. То есть, в принципе, речь идет о нечто подобном. Если принимать, вот они рассматривают, что нужно сделать, если принимать Украину в НАТО. Нужно будет ее вооружить до такой степени, чтобы Мордор больше не захотел вторгаться обратно, чтобы он понимал, что легкой прогулки не будет. Но, с другой стороны, нельзя ее вооружать слишком до такой степени, чтобы Мордор не опасался, что теперь Украина под подстрекательством из Брюсселя, из Вашингтона нападет на Москву и разрушит Кремль. То есть эта идея, в принципе, безумная, бредовая, но тем не менее она послужила основанием Путину для агрессии в феврале прошлого года. То есть
Надо дать ей такое оружие Украине, чтобы вот сохранить этот баланс. И отсюда вот возникает, говорят, дайте нам першинги, или дайте нам стратегические бомбардировщики, ядерную бомбу восстановим. Вот в случае вхождения Украины в НАТО это все не светит, потому что третий вариант, почему считаются сторонники, западные сторонники того, что Украину надо принимать в НАТО, они считают, что Украина здесь будет как бы ограничена определенными рамками. Вот в чем смысл еще принятия в НАТО. И Германии, и сторонники западные принятия Украины говорят, Украина будет ограничена рамками вот, определенными. То есть НАТО не даст ей совершать безбашенные поступки, как, допустим, там, обстрелять ракетами в средней дальности Кремль. Ну, скажем так, да. Чтобы не дать повод Путину или там какому-нибудь Васе Пупкину, который будет после него, нажать на красную кнопку или использовать тактическое ядерное оружие. Вот, значит, что дает, по идее, НАТО, как они считают. Но на пути принятия в Украину НАТО есть целый ряд практических проблем, практически нерешаемых на данном этапе. Первое – консенсус. Ну, вот вы видите, сколько Швеция, сколько Финляндия билась, сколько Швеция бьется, продолжает биться. Ну, вроде бы Венгрия обещает, что в феврале она снимет возражение, но остается Эрдоган, который выдвигает одно требование за другим, а последнее это просто немыслимое. Вот вы понимаете, что он делает? Это вообще фантастика. То есть, как с ним можно быть в одной организации, я себе не представляю, и доверять ему. То есть, совсем недавно он сделал козью морду Путину, да, как мы все знаем, с азовцами, затем заявив, что Украина должна стать членом НАТО. Ну, казалось бы, если ты так, если ты наконец-то причалил к этому причалу, значит, к этому берегу, ты должен снять возражение со Швецией. Тем более он 2 дня назад говорил, что все, шведы все выполнили, и он обещал снять это ограничение, свое возражение в Вильнюсе, а сегодня он заявляет, а пусть они нам еще пусть нас теперь в ЕС возьмут. Причем здесь Швеция, причем здесь ЕС, это разные вещи, разные организации, понимаете? Ну вот, то есть это касается, значит, Швеции, Финляндии, где нет ни коррупции, ни российских шпионов. То есть, исходя из этого, значит, учитывая, что там есть Турция, которая не поймет, что она скажет завтра или через полчаса, а также Венгрия, шансов на то, что без вето, не будет вето против Украины в обозримом будущем, пока живы Эрдоган и Орбан, шансов на этих, близко к нулю. Поэтому вот и говорят некоторые западные политики, тоже Макол говорит, а что разговаривать сейчас, это же бесполезные разговоры. То есть практического смысла совсем нет. Ну и дальше тут вопросы о границах, какие границы будут, кто, значит, потому что если границы выгнать сейчас Мордор из тех территорий, которые он оккупировал, и закрепиться там на границах 91 года, то Мордор, он из кожи будет лезть вон, готовиться к реваншу, и опять будет готовиться следующая агрессия. Если оставить границы вот как они есть сейчас, то есть вот эти Крым, Донбасс, Херсонская, Запорожская область оставить за Мордором, то это удар по украинскому, как они говорят здесь, национализму, я бы сказал так, чувству патриотизма, чувству национального достоинства. И гроздья гнева будет уже со стороны Украины нарастать, и Украина будет готовиться к маршу-реваншу. И туда, и сюда, вот как это все совместить одно с другим, очень большой вопрос. Поэтому вопрос не только в том, что вот мы готовы нас защищать или не готовы, вопрос еще заключается в том, как сделать так, чтобы это не оказалось как Версальский мир, который не успели подписать, как он привел к власти Гитлера и к Второй мировой войне. Дальше вопрос, как Украина будет себя защищать в рамках НАТО? То есть будет ли она сама себя защищать? А если много таких государств, скажем, зададим себе такой вопрос, в НАТО, которые могут сами себя защищать?
Ну, вот Албания, допустим. Ну, я уверен, это серьезные ребята, албанцы. Во время Второй мировой они партизанили и очень эффективно. Но могут ли они оказать эффективное сопротивление агрессору? Не знаю. Польша может. Государства Балтии маленькие государства, вооруженные силы у них маленькие. Тоже вопрос, большой вопрос. Украина, безусловно, может. Это одна из сильнейших армий сейчас в Европе, если не самая сильная. То есть она может это делать. То есть нету здесь в случае с Украиной не будет вот то, о чем я говорил, когда бытуют такие разговоры в НАТО, у них термин даже есть фрирайдерство. То есть это поездка бесплатная, вот маленькое государство, член НАТО, бесплатно едет на подножке или в этом вагоне, а большой дядя обеспечивает, или несколько дядей обеспечивают его безопасность. С Украиной этого, значит, не будет. Слава Богу. Ну, то есть варианты за, варианты против, но самый главный вариант с НАТО. Украина будет ограничена рамками НАТО. Она будет там под присмотром. Ей не позволят делать то, что она могла бы сделать, если бы была одна. Ну вот, допустим, не позволили бы, как они сейчас возмущаются, да, на Западе. И в Украине не всегда это понимают. Типа, на нас напали, а почему мы не можем? Вот если бы Украина была сейчас в НАТО, теоретически, и ядерного оружия никто еще не применяет, тогда бы Брюссель бы оказывал давление бы на Киев и говорил: ребята, прекращайте, не надо туда стрелять. То есть будут поступать указания из Брюсселя, из Вашингтона, как главного гаранта НАТО. Туда не стрелять, сюда не стрелять, а вот здесь можете стрелять. То есть НАТО накладывает ограничения вместе с преимуществом. Израильский вариант. Тот вариант совсем другой. Израиль его выбрал. Там Израиль ничего не сдерживает. Израиль именно для этого и выбрал. Ему не нужны были защитники. Ему не нужны были те, кто придет к нему на помощь. Это маленькая страна, окруженная кругом врагами, которые напали на него на следующий же день. 5, по-моему, да, государств было арабских. И у Израиля не было ничего. Первые 2 самолета, как я смотрел в американских научно-популярных фильмах, израильтяне пригнали, пилоты израильские, стырили, скажем так, или похитили у французов и пригнали в Израиль. А следующие самолеты Голда Меир выпрашивала у Бруно Крайского. Это был такой этот самый канцлер, помощи у него просила в Австрии. Он сказал: я не буду в это дело вмешиваться. Она сказала: какой же ты еврей. И сама тогда поехала и просила у президента Соединенных Штатов. И упросила, и получила это. Вот так получили они первую свою технику. На халяву никто не давал. Никто не сидел в Тель-Авиве и не кричал: а что вы нам не даете то, а что вы медленно даете это. Ездили туда, добивались или угоняли. То есть Израиль в 1975 году было подписано израильско-египетское соглашение, согласно которому Израиль уходил с Синая. Он менял территорию в обмен на мир. Гарантом были Соединенные Штаты Америки. И Израиль поставил вопрос: окей, вы нас убедили, мы пойдем по вашей формуле, территория за мир, но вы нам должны помочь нашей безопасности, если нас обманут и Египет, и его союзники, Советский Союз, на нас нападут. Что делать? Тогда заключается вот этот меморандум, который назывался, это меморандум 1975 года, американо-израильский меморандум о взаимопонимании. И там нет никаких там зубодробительных обещаний там, и так далее. Там было обещание, что в случае, как в Будапештском меморандуме, первая формулировка: если возникает опасность для Израиля, 2 страны вступают немедленно в консультации для того, чтобы определить, как, что делать там, и так далее. А вот если, там есть формулировка, если Египет
нарушит режим прекращения огня, то есть начнет стрелять, то есть нападет, вот тогда, значит, Соединенные Штаты пообещали не немедленно применить вооруженную силу, не прийти на помощь Израилю вооруженным путем, а предпринять, как они сказали, некие корректирующие меры. И вот эта формулировка «корректирующие меры» достаточно для того, оказалось, чтобы обеспечить безопасность Израилю. Как она существует, эта безопасность? Формула. Соединенные Штаты дают деньги, долгое время, десятилетия, 80-е годы, по-моему, после этого, значит, 3 миллиарда долларов ежегодно получал Израиль за подписание этого договора и за безопасность. И Египет практически ту же самую сумму. Тогда это были огромные просто деньги. Ну и на них Израиль развивает свою промышленность, развивает, господа. Ключевое слово. Не переводит в офшоры, не покупает там отдельные представители спецслужб Израиля, Моссад, Шин Бет, где-нибудь там на Мальдивах или в Италии, не покупает себе виллы. Они развивают военно-промышленный комплекс. А то, что они, которые становятся одним из ведущих в мире, а то, что не могут произвести, но слишком такое объемное, самолеты, они покупают в Соединенных Штатах Америки. Опять-таки, не в офшоры, а покупает там каждый шекель, я уверен, каждый цент на учете. Что дальше подразумевает эта формула? Это не просто вооружение Израиля. То есть по израильскому варианту Украина должна быть вооружена более новым современным оружием, чем у противника. Вот такое преимущество есть у Израиля. Вот этот уровень помощи. Это и по количеству, по идее, и по качеству должно быть. Но, во всяком случае, по качеству это железно. С точки зрения стоимости и эффективности у Украины должно быть лучше оружие, чем у Мордора. Дальше Израиль имеет возможность простреливать всю территорию потенциального противника полностью от границы до границы. То есть, по идее, Украина должна была приобрести такое оружие, ей должны бы поставить такое оружие, при помощи которого она могла бы достичь даже Кремля, чего у нее не должно быть в случае, если она станет членом НАТО, как вы помните, да? Ну и третий вариант, господа. Израиль, хотя он не объявляет об этом официально, говорят, обладает ядерным оружием, который вот и является последней, так сказать, последним аргументом в обеспечении безопасности этой страны. Дадут ли Украине ядерное оружие, от которого она избавилась в 1994 году? Я очень сомневаюсь. Да, я очень сомневаюсь, что, вы понимаете, вот сейчас все сокрушаются, вернее, не все, но многие, вот отдали ядерное оружие. Да потому что денег, никто не хотел вкладывать деньги. Оружие, его же не просто так ты его имеешь, чтобы трясти им. Его надо обслуживать, надо тратить на это деньги. А когда возникает у чиновника вопрос, там, то ли провести профилактические работы или поменять плутоний в этих боеголовках, или купить хатынку где-нибудь в Швейцарии, то решение очевидно, да? Вы понимаете, какое решение. Поэтому оно было даже не отдано в 1994 году, за это деньги заплатили. Там, по-моему, только по поправке Нана Лугара 300 миллионов заплатили, а потом еще в общей сложности где-то 800 миллионов получила украинская сторона, государства. И куда делись эти деньги? Да туда, куда и все остальные деньги с тех пор девались. Растворились в хатынке и в прочие полезные для бюрократии вещи. А потом крупнейшую технику, крупнейшие группировки войск, советских войск в Украине, они были проданы по всему миру вообще иногда за бесценок, просто розданы, ну, опять. И вот вопрос, значит, практически, сможет ли Украина, не победив коррупцию и не избавившись от шпионов,
российских справиться с израильским вариантом. Потому что то, что деньги будут туда поступать, окей, это все хорошо. Но будет ли у Украины приобретено на эти деньги то, что сделал Израиль? Большой вопрос. Поэтому, взвесив все и против, некоторые аналитики говорят, что надо остановиться на гибридном варианте, который состоит в следующем. Украина получит оружие для успешной борьбы с Мордором. Помимо этого, она получит гарантии безопасности, но не в рамках НАТО, а в рамках отдельных стран, таких как ядерные страны НАТО, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и, возможно, Германия туда, как мощная европейская экономическая держава, у которой много денег. И, может быть, это будет лучше, то есть, если заключить договор вот таким образом, двусторонние, или четырехсторонние договоры, но без вот этого договора североатлантического, без права вето, может быть, это будет более эффективно, чем организация Североатлантического договора. Вот, собственно говоря, что мы имеем накануне Вильнюса. Повторяю, вот куда ни посмотри, 3 варианта, во всех 3 вариантах доверие, доверие и доверие. Потому что принятие Украины в НАТО дает ей право вето. Но оно дает право вето не народу Украины, а его представителям, которых... Ну, давайте с 2 раз еще раз. Кто будет назначать туда представителей в НАТО? Кто назначил этого даму-сексолога послом в Болгарию? Вот такого же сексолога какого-нибудь там или еще какого-нибудь. Нечто подобное назначат туда и будут им по телефону говорить, когда и поднимать руку, когда не поднимать. А в это время продавать налево-направо право вето. Этого не будет никогда. Поэтому вернусь к тому, чему и начал. То есть, с одной стороны, ужесточение позиции Соединенных Штатов Америки, но это ужесточение позиции по отношению к гражданской власти, которая, ее сколько раз предупреждали, как об стенку горохом. Видимо, наконец-то решили навести порядок. Поэтому Украина не будет оставлена одна. Ей будет предоставлено, значит, то, что необходимо для обороны. И все должно быть хорошо, господа, потому что весь цивилизованный мир с нами. Никто не бросает Украину. Решают, как так сделать, чтобы и НАТО сохранить, а это европейская безопасность, и, скажем так, североатлантическая, и чтобы в Украине Мордор разбить. И все это решается, вот видите, в такой совокупности. То есть... Вы можете меня спросить, а как же, куда дальше? А дальше необходима смена нынешнего антиконституционного режима в Киеве, мафиозного, который существует вопреки Конституции, путем свободного волеизъявления народа, путем выборов, желательно под контролем стран НАТО. Вы хотите в НАТО? Вот пусть страны НАТО и проконтролируют эти выборы, чтобы там были обеспечены свобода волеизъявления, чтобы там не неслось все из одного зомбоящика, чтобы там не развозили гречки и прочее, таким образом покупали голоса населения. Чтобы это было свободное волеизъявление, одновременно зачистка российской агентуры и вся будет Украина. Вот на это позвольте закончить мое видео. Дорогие друзья, и как обычно, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, как всегда, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!